Привет, любители BTS! Возможно ли, что один прямой эфир способен изменить настроение миллионов людей в мире всего за несколько секунд? Среди темноты экрана телефона и быстрого потока комментариев от тысяч пользователей во всех уголках мира произошло нечто неожиданное, то, к чему не были готовы даже самые преданные фанаты. Чонгук, который всегда был известен своим спокойствием и профессионализмом, внезапно замолчал. Его глаза, казалось, дрогнули, и в следующее мгновение за ним появилась чья-то тень. Ви. Да, Ким Тэхон, его лучший друг и товарищ по группе BTS, который долгое время не появлялся в таких трансляциях вместе. Это было не просто воссоединение, это была эмоциональная встреча, которая прорвалась сквозь границы экрана, разделившие пространство между айдолами и фанатами, обнажив то, что крепко хранилось в двух сердцах, связанных долгой историей дружбы и музыки. Трансляция началась как обычно, расслабленно, легко, полно шуток. Чонгук сидел в теплой комнате с приглушенным светом, отражающим мягкое сияние на его лице. Он выглядел спокойным, потягивая свой напиток, глядя на экран с быстро прокручивающимися комментариями. Ничто не предвещало, что эта ночь станет моментом, который потрясет мир кей-поп. Однако секунды шли, и тон Чонгука медленно менялся. Возникала пауза между его высказываниями, появлялся отсутствующий взгляд между его улыбками, и затем послышался звук шагов. Армии по всему миру затаили дыхание. «Это Тэхон?» — написал кто-то в комментариях. Мгновенно цифровое пространство взорвалось. Появились тысячи комментариев, затопив экран так, что их стало невозможно прочесть. Чонгук слабо улыбнулся, словно сдерживая то, что давно хотел раскрыть. И тут из-за камеры появился Тэхон в сером свитере со слегка небрежными естественными волосами. Он подошел и, не говоря ни слова, сразу же обнял Чонгука. Нет лучшего слова, чтобы описать этот момент, чем замирание. Мир остановился на несколько секунд. Фанаты, наблюдавшие на экране, не могли поверить в увиденное. Некоторые плакали, некоторые просто молча смотрели на экран, а другие писали длинные комментарии, содержащие смешанные эмоции между волнением и облегчением. Потому что для армии объятие было не просто физическим жестом, это был символ воссоединения двух душ, которые, казалось, шли разными путями, но по-прежнему сохраняли глубокую и искреннюю связь. Чонгук на мгновение закрыл глаза, и когда он открыл их снова, его голос дрогнул. «Я не знал, что ты придешь», — тихо сказал он. Тэхон улыбнулся, мягко похлопывая его по спине. «Я и сам не знал, что приду, но, думаю, должен был». Эти простые слова мгновенно потрясли сердца зрителей. За этой короткой фразой скрывался гораздо больший смысл, словно послание предназначено не только для Чонгука, но и для всех, кто следил за их путем на протяжении многих лет. Посреди этой значимой тишины Чонгук опустил голову. «Я скучаю по тебе», — сказал он почти неслышно. Тэхон ответил более крепким объятием, и тысячи сердец разбились одновременно. Не от грусти, а от чувства волнения, которое было слишком сильным, чтобы объяснить. Трансляция превратилась в исповедальню, комнату исцеления. Два друга, которые много смеялись на одной сцене, теперь говорили на языке, который понятен только им двоим. Тишина, объятия и слезы. Для некоторых этот момент может показаться простым, просто два человека обнимают друг друга. Но для армии, которые следили за историей BTS с самого начала, эта сцена скрывает слои эмоций, которые трудно выразить. Это две фигуры, которые выросли вместе, выдержали давление мировой славы, столкнулись с усталостью, разлукой и даже с проблемами, которые часто заставляют публику строить догадки. И теперь перед тысячами цифровых глаз они смотрят на друг друга с такой настоящей теплотой. Но что действительно потрясло трансляцию, так это не только появление Тэхона. После нескольких минут обмена легким смехом и небольшими историями, Тэхон внезапно сказал мягким, но твердым тоном: «Знаешь, иногда самое трудное – это не расстаться, а слишком долго молчать». Чонгук посмотрел на него со слезящимися глазами. Фраза, казалось, пронзила воздух между ними, отдаваясь эхом в сердцах всех, кто ее слышал. Армии его немедленно заполонили социальные сети, записывая свои интерпретации смысла слов Тэхона. Была ли это сатира, признание или, возможно, скрытое послание об их совместном пути до сих пор, Чонгук успокоительным тоном ответил: «Я знаю, но молчание тоже может быть способом исцеления». И в этот момент мир кей-поп, казалось, стал свидетелем разговора двух душ, которые понимали друг друга без необходимости во многих словах.
Они снова засмеялись, посмотрели в камеру, и Чунгук сказал с улыбкой, которая на этот раз выглядела спокойнее: «Спасибо, что пришел, Хён». Комментарии продолжали литься. Некоторые писали: «Я не готов к этому моменту». Другие говорили: «Это как сбывшаяся мечта». Даже некоторые фанаты, которые скептически относились к взаимодействию этих двух, признали, что трансляция была искренней и полной смысла. В течение нескольких минут хэштеги Тэхон Лайф и Джунгук вышли в тренды в различных странах. Однако сюрпризы еще не закончились. Спустя почти час трансляции Ви посмотрел на Чунгука и сказал: «Я кое-что принес». Он вытащил маленькую коробочку из кармана свитера. Чунгук уставился в изумлении, пока армии по всему миру затаили дыхание. «Что это?» – спросил Чунгук с неловкой улыбкой. Тэхён открыл коробку. Внутри был простой черный кожаный браслет с выгравированными инициалами V и JK. «Я сделал 2», — кратко сказал он. «Один для меня, один для тебя». Атмосфера снова стала тихой. Чунгук довольно долго смотрел на браслет, затем надел его на правое запястье. «Я не знаю, что сказать», — тихо сказал он. Ви ответил: «Тебе не нужно ничего говорить». Эта фраза снова потрясла сердца многих людей. Для некоторых фанатов браслет стал символом невысказанного обещания, что хотя они ведут разные жизни, связь никогда не теряется полностью. Трансляция продолжалась небольшими разговорами, но атмосфера изменилась. Больше не было неловкого молчания или наигранного смеха. Все, что осталось, это тепло двух людей, которые понимают друг друга. Чунгук ненадолго включил старую песню BTS, и когда послышалась партия голоса Тэхёна, двое посмотрели друг на друга и слабо улыбнулись. «Эта песня по-прежнему звучит красиво, потому что мы поем ее от всего сердца», — тихо ответил Тэхён. Армии в комментариях писали, что плачут не от грусти, а от облегчения. Прождав так долго такого взаимодействия, они наконец стали свидетелями доказательства того, что дружба все еще жива, даже глубже, чем раньше. В каждом взгляде излучается честность, в них есть уязвимость, которую они оставляют открытой. И в мире развлечений, который часто холоден и полон театральности, этот момент кажется реальным, слишком реальным. Когда трансляция подходила к концу, Чунгук испустил долгий вздох. «Спасибо, что смотрели сегодня вечером», — сказал он аудитории. Но перед закрытием трансляции он повернулся к Тэхёну и сказал: «У меня есть кое-что сказать». Тэхён посмотрел на него, затем мягко улыбнулся. «Что такое?» — спросил он. Чунгук на мгновение опустил глаза, затем произнес фразу, которая привела в оцепенение миллионы зрителей. «Я благодарен за то, что у меня был и до сих пор есть такой человек, как ты, в моей жизни». Эта фраза была проста, но электризирующая. Тэхён, казалось, сдерживал свои эмоции, затем кивнул. «Я тоже», — ответил он. И сразу после этого трансляция закончилась. Без музыки, без долгого прощания, просто черный экран и тысячи комментариев, которые продолжали течь даже после того, как видео остановилось. Однако реальный мир только начинался. В течение нескольких часов фрагменты видео с трансляцией стали вирусными в социальных сетях. Социальные сети были заполнены кадрами объятий, взглядов и фраз, которые произнесли эти двое. Многие назвали этот момент одним из самых эмоциональных эфиров в истории BTS. В то время как корейские СМИ начали писать статьи с заголовками вроде «Неожиданная встреча Чунгука и Ви», «Незаменимые слезы, смех и молчание», корейские медиапсихологи даже прокомментировали, что этот момент продемонстрировал человечность двух мировых фигур, которых считали идеальными иконами. То, что мы стали свидетелями, это не просто взаимодействие знаменитостей. Процесс эмоционального катарсиса, написал один из аналитиков поп-культуры. Оба показывают, что эмоциональная близость может сохраняться даже на фоне давления славы и профессиональной дистанции. И это правда. В простоте трансляции происходит что-то большее, чем просто объятия и улыбки. Это долгий путь понимания, тоски и примирения. Армия, вероятно, не знали всей закулисной истории. Но в ту ночь они поняли одно. Любовь в любой форме
будь то дружба, единение или верность, просто так не исчезает. В последующие дни ни Чонгук, ни Тэхён не дали никаких официальных заявлений. Однако обоих было видно носящим один и тот же браслет в нескольких отдельных случаях. И этого было достаточно, чтобы мир снова сошел с ума. Некоторые называют это случайностью, другие считают это скрытым посланием. Но для тех, кто следил за путем BTS с самого начала, это не просто аксессуар. Это молчаливый символ связи, который никогда по-настоящему не угасает до конца. Эфир той ночи всегда будет вспоминаться. Не из-за огромного количества зрителей, не из-за вирусного состояния, а из-за чего-то более подлинного. Момента, когда два человека под всем блеском популярности вновь обрели друг друга. Момента, который доказывает, что иногда самое важное – это небольшая сцена и свет софитов, а одно простое объятие, которое приходит именно в тот момент, когда оно нужнее всего. Но действительно ли все так просто? Было ли это объятие просто обычным воссоединением двух старых друзей? Или за их значимыми взглядами скрывалось что-то более глубокое, более спрятанное? Вопрос преследует многих фанатов и даже наблюдателей индустрии развлечений. Потому что если присмотреться внимательнее, каждый жест, каждая улыбка и каждое молчание, произошедшее в ту ночь, казались, содержали невысказанное послание. Некоторые фанаты подозревают, что появление Тэхёна в прямом эфире Чонгука не было спонтанным моментом. Некоторые считают, что это было результатом долгой встречи, которая, наконец, состоялась после значительного периода молчания между ними. Самые наблюдательные армии заметили, что выражение лица Чонгука, когда он услышал шаги Тэхёна, не было обычным удивлением. Было облегчение, как у того, кто, наконец, может вздохнуть после долгого периода задержки дыхания. В то время как Тэхён спокойно и нежно демонстрировал зрелое отношение, далекое от невинной веселости, которую он обычно демонстрировал перед камерой. Каким бы ни был смысл, этот момент уже взволновал миллионы сердец. За одну ночь мир кей-поп превратился в огромную сцену для одного события, которое никогда не планировалось. Международные СМИ, такие как Rolling Stone Korea, Dispatch и Korea Herald, вскоре написали подробные обзоры. Они назвали трансляцию эмоциональным воссоединением, которое стирает грань между айдолами и людьми. В одной из своих статей обозреватель написал: «Никакой сценарий не может создать такой честности. Если слезы могут быть языком, то та ночь – это его поэзия». Некоторые эксперты по культурной коммуникации даже сочли, что взаимодействие отражает крупное изменение в том, как BTS относятся к публике. На протяжении многих лет каждый общий момент между участниками всегда тщательно охранялся менеджментом. Но в ту ночь граница рухнула. Чонгук и Тэхён показали свои самые человеческие стороны, тоскующие, честные и хрупкие. Но самое интересное – это то, как армии отреагировали на такое разнообразие. Были те, кто плакал от волнения, чувствуя, будто наблюдает за двумя друзьями, которые, наконец, примирились со временем. Были те, кто чувствовал грусть, опасаясь, что этот момент – предвестник эмоционального расставания. Мы выросли вместе с ними, но сегодня вечером мы увидели, как они выросли, став больше, чем просто артистами. Они стали людьми, которые прощают друг друга. Итак, кто на самом деле инициировал встречу? Начали циркулировать слухи, что именно Тэхён первым связался с Чонгуком за несколько дней до трансляции. Говорят, он написал короткое сообщение: «Ты выглядишь уставшим в своем прямом эфире. Могу ли я прийти и составить тебе компанию?» Сообщение, как сообщается, не получило немедленного ответа. Чонгук долго думал, прежде чем наконец ответить: «Приходи, если твое сердце действительно этого хочет». Если эти слухи верны, то момент прямого эфира был не просто сюрпризом, это был результат долгого молчания, которое в конечном итоге привело к смелости снова открыться. Во многих отношениях этот инцидент напомнил фанатам о начале пути BTS, о времени, когда каждый участник поддерживал друг друга среди суровых требований индустрии. Тэхён и Чонгук были известны своей уникальной динамикой с самого дебюта. Они часто шутили, ссорились и даже поддразнивали друг друга перед камерой, но за всем этим стоит сильная эмоциональная связь. Они как две стороны одной монеты.
бойкий, но интроспективный Чонгук и нежный, но загадочный Тэхён. С годами отношения росли, менялись и иногда отдалялись, как и два человека, которые оба взрослели и начинали искать свой собственный путь. Но в ту ночь, среди блеска экранов мобильных телефонов и сияния цифрового мира, они обнаружили то, что когда-то потеряли – чувство безопасности в присутствии друг друга. Один фанат написал в социальных сетях: «Видя, как они обнимаются, я думаю, что настоящая дружба не нуждается в извинениях или новом пообещании. Иногда достаточно просто присутствовать. Это уже исцеление». И действительно, извинений в ту ночь не было сказано, но все это почувствовали. Каждый смешок, каждая пауза между разговорами ощущались как молчаливое признание тех времен, которые когда-то держали их врозь. Чонгук, который обычно такой веселый, время от времени молча смотрел на стул, а затем на Тэхёна, словно желая убедиться, что это действительно происходит, что человек перед ним не просто тень прошлого. Для многих армий эта трансляция была не просто ностальгией, а скорее терапевтическим событием. В мире, который часто требует совершенства, две мировые иконы без стыда показали свою уязвимость. Они плакали, смеялись и разговаривали без сценария. И в этой простоте кроется редкая красота. С течением ночи двое сидели рядом. Тэхён когда-то сказал: «Ты помнишь первую ночь, когда мы выступали на большой сцене?» Чонгук тихо рассмеялся. «Как я могу забыть? Ты забыл слова, а я чуть не уронил микрофон». Они оба рассмеялись, а армия рассмеялись за кадром. Но затем атмосфера снова стала тихой, когда Тэхён добавил: «Время летит слишком быстро, не так ли?» Чонгук долго смотрел на него, прежде чем ответить: «Да, но есть вещи, которые остаются неизменными». Эта фраза разлетелась по киберпространству, став самой цитируемой фразой той ночи. Как все знают, за этими простыми словами скрывается глубокий смысл. Хотя время меняет все – карьеру, внешность, даже отношения – есть одна вещь, которая остается неизменной, и это взаимное уважение. После окончания трансляции многие фанаты признались, что не могли уснуть. Они пересматривали запись прямого эфира снова и снова, обращая внимание на каждый жест и выражение лица. Некоторые даже писали длинные эмоциональные анализы на форумах армии, чтобы осмыслить каждое слово и взгляд. Некоторые говорят, что они выглядят как две звезды, которые, наконец, снова сошлись на одном небе. И, возможно, это так и есть. Мир кей-поп видел много шокирующих моментов, но многие были настолько честными и... Никакой хореографии, никакого сценария, просто два человека, которые нашли в друг друге смелость присутствовать. Через неделю после события агентство BTS не дало официального заявления, но фанаты нашли что-то более сильное, чем слова. Чонгук загрузил фотографию в свою историю в Instagram, показывающую черный лазерный браслет с надписью «Всегда». Нет никакой дополнительной информации, только одно слово, но этого достаточно, чтобы мир снова сошел с ума. Вскоре после этого Тэхён загрузил свою фотографию в студии с тем же браслетом на запястье. Подпись гласила: «Иногда молчание говорит обо всем». И так и было. История той ночи ожила. Никто не знает, действительно ли эти двое что-то планировали за кадром, или это был просто спонтанный момент, произошедший от тоски. Но одно можно сказать, наверное. Мир никогда не забудет ночь, когда Чонгук и Тэхён сидели рядом перед камерой без масок, без дистанции, просто два сердца, говорящих друг другом на универсальном языке честности и любви. Когда дни изменились и свет софитов начал утихать, этот момент остается вечный в памяти. Потому что посреди быстро развивающегося, напряженного и часто бессмысленного мира развлечений Чонгук и Тэхён показали, что истинная связь никогда по-настоящему не теряется, просто ждет подходящего времени, чтобы снова засиять. И, возможно, эта ночь была не просто о том, что две звезды BTS снова вместе. Возможно, она была и о нас, о том, как каждый человек среди занятости и расстояния на самом деле тоскует по возвращению к кому-то, кто заставляет его чувствовать себя целым. О том, как молчание может быть языком любви, а объятия — невысказанной молитвой. Потому что в конце концов, как сказал Чонгук в конце того прямого эфира, некоторые вещи не нужно объяснять. Их нужно просто почувствовать. И мир знает, что в ту ночь они действительно это почувствовали.
Однако то, что происходит после того, как экран гаснет, на самом деле является большей загадкой, чем сама трансляция. Когда Чонгук нажал кнопку «Завершить эфир», тысячи комментариев все еще текли по медленно угасающему экрану, оставляя цифровой след, который казался эхом чего-то большего, чего-то незаконченного. Армии по всему миру все еще смотрели в свои телефоны, не решаясь закрывать приложение, словно ожидая нового уведомления, надеясь, что камера вновь включится, что они снова будут разговаривать, что объятие не было последним прощанием. Но экран оставался темным, и это молчание стало большим вопросительным знаком. Через несколько часов после окончания трансляции тема прямого эфира Чонгука и Ви доминировала в социальных сетях. На Weverse сотни тысяч постов заполонили платформу эмоциональными фразами от фанатов, которые все еще были погружены в смешанные чувства счастья, волнения и ностальгии. Но посреди этой эйфории также раздавался спекулятивный шепот. Был ли этот момент признаком чего-то большего? Один корейский журналист по вопросам развлечений написал в своей статье в Korea Times: «Появление Ви в прямом эфире Чонгука ощущается как пролог к чему-то грядущему, а не как эпилог». Это заявление вызвало волну интерпретаций среди фанатов. Есть те, кто уверен, что эти двое готовят совместный проект, будь то музыкальный, документальный или, возможно, просто специальное выступление, которое удивит мир. Но другие чувствовали, что это был просто эмоциональный финал долгой главы их дружбы. Своего рода безмолвное заявление о том, что даже несмотря на то, что их жизни теперь разные, любовь и уважение будут жить. На одном из крупнейших форумов армии кто-то написал в рефлексивном тоне: «То, что они показали в ту ночь, было не просто ностальгией. Это было похоже на то, как кто-то наконец решил написать последнюю главу бесконечной истории не чтобы закончить, а чтобы успокоить». Этот комментарий получил 1000 подтверждающих ответов. На следующий день СМИ стали просматривать каждую деталь, от одежды, которую они носили, до места, где они вели трансляцию, и времени эфира. Некоторые фанаты обнаружили, что место проведения прямого эфира Чонгука выглядело как личное пространство в его сольной квартире, место, которое он очень редко использует для совместных трансляций. Этот факт еще больше усилил впечатление, что приход Ви в ту ночь не был чем-то запланированным агентством, а скорее был частным моментом, возможно, результатом спонтанного решения двух людей, уставших притворяться, что все в порядке. Но самым трогательным было, когда один из фрагментов видео, показывающих их объятия, был воспроизведен в замедленной съемке. В видео видно, как Чонгук похлопывает Тэхёна по спине трижды, прежде чем отодвинуться, и многие фанаты мгновенно узнали в этом секретный код, который они часто использовали в прошлом, знак, говорящий «Я в порядке, не волнуйся». Внезапно этот маленький символ стал большим акцентом, доказательством того, что их близость была не просто воспоминанием о прошлом, а чем-то реальным, что длилось сквозь время и расстояние. В ту ночь в разных частях мира армии собирались в интернете, делали видеореакции, писали стихи, некоторые даже перерисовывали момент объятий. Среди этого моря творчества чаще всего встречается одно сообщение: настоящая дружба никогда не уходит, просто засыпает на время. Между тем, на другой стороне виртуального мира некоторые музыкальные обозреватели начинают понимать, что это событие что-то большее, чем просто эмоциональное воссоединение. Это культурное событие. В кей-поп-индустрии, известной своим жестким контролем имиджа, редко можно увидеть, чтобы две такие большие звезды, как Чонгук и Ви, публично показывали свои сырые и хрупкие стороны. Аналитик из университета Йонсе написал в журнале Popular Culture: «Эта ночь обозначила сдвиг парадигмы. Фанаты больше не просто потребляют музыку, а становятся свидетелями аутентичного эмоционального процесса. Это эволюция отношений между артистом и аудиторией, от выступления к интимности». Но не все реакции были в форме похвал. Были и те, кто сомневался в мотивах, стоящим за трансляцией. Некоторые скептики утверждали, что этот момент мог быть подстроен для создания тепла на фоне второго сольного проекта или просто попыткой возродить ностальгию среди фанатов. Однако большинство армий решительно отвергли эту теорию. Никакой сценарий не может заставить их так смотреть друг на друга. Это не игра, это правда.